Так, всем привет! Сегодня мы на YouTube канале Triton Online, и мы поговорим с вами про стиральную машинку от компании Samsung 80R42, друзья. Ну, во-первых, стиральная машинка Samsung сейчас у нас на рынке 47 предложений, в общем, цена варьируется вообще от 10300 до, грубо говоря, $400 до 700. Цена абсолютно разная, предложений много, я так понимаю, что начинает сливать. Плюс контрабандисты тоже начинают ее сливать, потому и такая цена. Предлагают и 11,99, в общем, кто как хочет. Ну и так, давайте про характеристики, про внешний вид сначала, друзья. Ну, про стиральную машинку Samsung справа у нас окошко идет электронное, где показывают, ну, можно выбирать дополнительные всякие программы, плюс, друзья, обычная регулировка, то есть вы выбираете режимы, ну и загрузочный люк, друзья. Ну и слева у нас люк для загрузки моющих средств. Ну, во-первых, загрузочный люк, конечно, выглядит красиво, лакированный, синего цвета, темно-синего. Ну, в общем, все выглядит красиво. Единственное, что когда ты его открываешь, понимаешь, что это немножко пустышка, потому что люк не такой большой, как кажется на первый взгляд. Вот. Понимаем, чем больше загрузочный люк, тем оно как бы удобнее для самой загрузки белья. А здесь они, в принципе, немножко сделали зрительный такой себе маленький обман. Но это не обман, я бы не сказал, что это прям какой-то минус, просто для красоты. Все-таки стиральная машинка, она должна быть красивая, если ванная может быть красивая, так и стиральная машинка почему бы и нет, правильно? Потом у нас загрузочный люк, ну и в общем вот здесь он. Давайте про характеристики пойдем. Про характеристики нам говорят, друзья, что у нас здесь 1200 оборотов, и вот 1200 оборотов это вот при загрузке, при отжиме имеется в виду. В общем, это максимальная, наверное, 1200. Вообще, наверное, 1600 максимальная, здесь 1200. Это очень хороший показатель. Вообще, Samsung никогда не жалел показателей, он всегда показывал их чуть ли не самыми лучшими. Загрузка белья, максимального сухого белья 8 килограмм. Это тоже очень много, друзья. То есть, как бы, учетом того, что стиральная машинка наша не глубокая, у нее всего лишь 45 сантиметров, вот по глубине, вот здесь вот 45. У нее 8-килограммовый стоит подшипник, что серьезный тоже показатель. Ну и дальше стандарт идет 80, 60, ну и 45. Давайте пойдем немножко на официальный сайт и там поговорим про ее данные. Ну, во-первых, друзья, стиральные машинки Samsung все оснащены функцией Eco Bubble. Здесь стоит внизу маленький такой пара-пеногенератор, который дополнительно обрабатывает стиральные порошки, моющие средства и вырабатывает с них максимальное количество пены. Что это дает? Ну, во-первых, порошок используется максимально весь, то есть не остается в остатках и сливается потом. Ну, то есть это максимальное КПД моющего средства, которое вы купили. Дальше они еще, кстати, хотят похвалиться о том, что их лоток не так забивается, не так стоит грязный, как в других. Конечно, я сомневаюсь, что он стоит все-таки лучшим, но, тем не менее, наверное, дольше прослужит, чем в любой другой стиральной машинке. Ну, если вы хотите, чтобы дольше прослужил лоток, надо его либо покупать в таблетках, сейчас эти всякие капсулы продаются, где вы кидаете внутрь и все. Ну, тогда точно будет всегда у вас чисто. Ну, наверное, так дороже, я так понимаю. Так, функция гигиенического очищения пары, друзья. Ну, про пару я тут начитался, все пишут в отзывах, что никакого пара там нет. Это все фикция. В общем, и в других отзывах тоже написали, что пара там тоже нету. В общем, про пар, друзья, наверное, это рекламный ход. Хотя, возможно, и учетом какой-то пар там внутри, наверное, вот, давайте дальше, друзья. У нас дальше стоит, они пишут о том, что у нас самый современный двигатель здесь стоит. 10 лет гарантии на него. Это инверторный двигатель. Снова же в миру новых технологий у нас стоит здесь современный инверторный двигатель. Это, то есть безмагнитный двигатель, где, в общем, максимальная КПД, максимальная отдача от него. И, в общем, он почти бесшумный, друзья. Вот это его главный плюс. Ну и экономный очень. Он реально экономный. Так, у нас здесь, кстати, такая штука еще появилась. Это увеличение количества воды в баке. И это, кстати, пишут многие в комментариях там внизу, что в этих стиральных машинках нету
дополнительного полоскания. Они говорят, друзья, здесь нет дополнительного полоскания. Многие уже, наверное, привыкли за столько лет, что ты можешь выбирать дополнительно себе, сколько тебе нужно полоскания. А здесь они увеличили количество воды. Возможно, оно где-то выходит на одно и то же, но говорят, что это не самый лучший ход был придуманный. Хотя, не секрет, чем больше воды проходит через ткань, тем она лучше стирает. Это как бы принцип, придуманный еще, наверное, моряками, которые выходили в далекое плавание и свое грязное белье заматывали в мешок, привязывали к веревке и кидали за борт. Ну и пока плыли, в общем, белье в результате оставало чистым. Так, и, друзья, еще они говорят, что у нас есть специальная функция, друзья, прикиньте, специальная функция для очистки бака. То есть тоже такого раньше никогда не было. То есть ты заливаешь моющее средство для чистки бака и выбираешь именно эту функцию, и в общем начинается просто чудо. Хотя в реальности, наверное, старая добрая лимонная кислота и обычная загрузка, ну, тоже, наверное, будет так же эффективно, как и... Ну, наверное, будет еще эффективно с этой функцией, прикиньте. Так, так, они еще говорят, что у них здесь есть такая функция Bubble Sock. Bubble Sock это у нас пузырьковое замачивание, друзья. Замачивать с помощью еще пены. В общем, снова же это, наверное, помогает нам этот пеногенератор при определенных условиях. И, в общем, он работает. Ну, естественно, дальше у нас идет эта диагностика, это смартом. Все на телефоне, приложение ставите, все контролируете, и все хорошо. Дальше они говорят, что у нас здесь нагревательный тен покрыт специальным полимерным материалом, который более долговечно служит, чем, например, обычный тен. Ну, снова же, обычный тен тоже в ремонте стоит, грубо говоря, гривен там, я не знаю, ну, баксов 10 от силы. С заменой, в принципе, это надо делать раз на 7 лет, в результате их надо вообще менять, потому что они начинают коротить, и в результате сгорать что-то на плате. В общем, тены. Ну да, чем дольше послужит тен, это все-таки позитив, чем негатив, это 100%. Ну, вольт-контроль. Ну, у всех стиральных машин, как есть в холодильниках, у них всех есть штука вольт-контроль, то есть это выпрямляет оно вольтаж, в результате оно ну, в общем, он не боится перепадов напряжения. Ну, в общем, вот так, друзья. На этом будем, наверное, мы заканчивать наш обзор. Всем спасибо за внимание. Пока.